Рада приветствовать всех любителей вязания. В этом видео хочу показать вам вот такой нежный, изящный, ажурный узор, в котором идет очень нежное перетекание рисунка в рисунок, сочетание петель. Кажется он немножечко сложноватым, на самом деле в исполнении он настолько прост, что справится даже начинающий мастер. Такой узор идеально подойдет для большинства летних вещей, топов, футболок, платьев, также и для более теплых демисезонных изделий, джемпера, кардигана, шали и многих других проектов. И в многих других проектах он будет выглядеть очень изящно и идеально. Вот так выглядит этот рисунок при вязании сверху вниз. Если вязать его от горловины, он выглядит не менее интересно, хотя немного иначе, но геометрия, структура этого рисунка позволяет вязать его в любом направлении. Также интересно будет при поперечном вязании. Вот смотрите. Образец достаточно большой, и, думаю, будет видно, как это будет выглядеть. Вот так выглядит изнаночная сторона этого рисунка. Пряжу можно использовать практически любую, гладкую, пушистую. Некоторые виды ленточной пряжи тоже можно пробовать, но видов пряж очень много, обо всех сразу сказать невозможно, все нужно провязывать и смотреть. Для вязания этого ажура я бы рекомендовала прислушаться к рекомендациям производителя, которые он рекомендует для конкретной пряжи, которая у вас. Этот образец я вязала из хлопковой пряжи и спицы 380 метров в 100 граммах. И спицы я взяла номер 2,5. Это средний размер спиц, которые рекомендует производитель, потому что для данной пряжи производитель рекомендует спицы от 2 до 3,5. Раппорт данного узора составляет 22 петли в ширину и 24 ряда в высоту. Формируется узор только по лицевой стороне. Для провязывания образца вместе с вами я набрала 25 петель. 22 это узор, 1 петля симметрии и 2 кромочные. Если же вы вяжете по кругу, вы можете вязать по этой же схеме, только в четных рядах. Соответственно, вы будете провязывать лицевые петли, там, где в поворотных провязываются изнаночные. И количество петель должно быть кратно 22. Кромочные петли симметрии при круговом вязании отсутствуют. Итак, первый ряд. Кромочная. Я ее просто переснимаю. 1 лицевая. Накид. 6 лицевых. 2, 3, 4, 5, 6. 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Когда идет убавление с наклоном вправо, на меня должна смотреть первая дужка петли. Поэтому я меняю расположение петель на спице. Вы смотрите по своему вязанию. Вам нужно будет менять расположение или вправо, или влево. Поменяла расположение 3 петель, и вот таким образом я провязываю их 1 лицевой петлей. Вот так. Далее идет 1 лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. 3 вместе лицевой с наклоном влево. При наклоне влево вторая дужка должна смотреть на меня. У меня петли расположены правильно, поэтому я их просто провязываю 1 лицевой. Далее 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И накид. Я провязала 1 раппорт узора. Лицевая это петля симметрии и кромочная.
Все четные ряды провязываются изнаночными петлями, поэтому провязывать видео я не буду. Накиды также провязываются изнаночные. Соответственно, при круговом вязании накиды, как и весь ряд, провязывается лицевой. Третий ряд. Кромочная, 2 лицевые, накид, 4 лицевые, 3, 4, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот таким образом я их провязываю. Далее идет лицевая, накид, 3 лицевые петли, накид, 1 лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые, 2, 3, 4, накид, лицевая. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. Пятый ряд. Кромочная, 3 лицевые петли, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот таким образом. 1 лицевая, накид, 5 лицевых петель, 3, 4, 5, накид, 1 лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 2 лицевые. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. Седьмой ряд. Кромочная, 4 лицевые петли, 3, 4, накид, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот таким образом. Далее идет 1 лицевая, накид, 7 лицевых, 3, 4, 5, 6, 7, накид, 1 лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном влево, далее накид и 3 лицевые, 2, 3. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. Девятый ряд. Кромочная, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Также меняю расположение дужек и провязываю 1 лицевой. Далее 5 лицевых, 2, 3, 4, 5, накид и еще 5 лицевых, 3, 4, 5, накид и еще раз 5, 2, 3, 4, 5, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 1 лицевая. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю лицевой петлей симметрии и кромочной. 11 ряд. Смотрите, в 11 ряду мы провязываем вот эту часть. И чтобы вот эта линия у нас плавно переходила с одной в другую, не было никаких перепадов и нестыковок вот эти линии, мы провязываем этот ряд следующим образом. В схеме этот момент я также учла. Итак, кромочная, 2 лицевые и меняем наклон 2 вместе. Здесь мы провязываем 2 вместе с наклоном влево. Далее 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 6 лицевых, 2, 3, 4,
5, 6. А здесь провязываем в конце раппорта 2 вместе с наклоном вправо, чтобы у нас ведущая была одна и та же петелька все время. Дальше 1 лицевая идет, и это я закончила раппорт узора. Вы вяжете то количество, которое вам нужно для вашего изделия. Ряд при поворотном вязании я заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 13 ряд. Кромочная, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Вот те 2 вместе, которые у нас шли. И здесь же эта петля идет ведущая, когда мы 3 вместе провязываем. Ведущая петля – это петля, которую мы первую поддеваем спицей. Итак, вяжем дальше 6 лицевых петель, 2, 3, 4, 5, 6, накид, лицевая, накид, 6 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот у нас эти 2 вместе. Я меняю расположение петель, чтобы первая долька смотрела на меня. И вот ведущая петля – это первая, которую мы подхватываем спицей. В данном случае это 3-я по расположению петля. Вот таким образом провязываются 3 вместе. Вот эта ведущая петля, она сверху получается у нас. Далее лицевая и накид. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 15 ряд. Кромочная, 2 лицевые, накид, 1 лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые, накид, 3 лицевые петли, накид, 4 лицевые, 2, 3, 4, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот таким образом я провязываю 1 лицевая, накид и 1 лицевая. Я провязала раппорт узора. Ряд закончила петлей симметрии и кромочной. 17 ряд. Кромочная, 3 лицевые, 2, 3, накид, лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 5 лицевых петель, 4, 5, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Я меняю расположение петель, не забывайте смотреть на свои петельки. Далее 1 лицевая, накид, 2 лицевые. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 19 ряд. Кромочная, 4 лицевые петли, накид, 1 лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 7 лицевых петель, 3, 4, 5, 6, 7, накид, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот таким образом 1 лицевая, накид, 3 лицевые. Я закончила провязывать раппорт узора. Лицевая и кромочная. 21 ряд. Кромочная, 3 лицевые, 2, 3, накид, 5 лицевых, 2, 3, 4, 5. И здесь мы точно так же
поиграем с убавлениями. Первый раз мы убавляем в этом ромбике, где он, вот, друг на друга петельку, в следующем ряду друг от друга. Вот у меня этот ромбик, где я буду делать убавление. И я провязываю сначала 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые и 2 вместе с наклоном вправо. То есть убавления у меня смотрят внутри этого ромба друг на друга. Далее идет 5 лицевых петель, 3, 4, 5, накид и 2 лицевые. Я провязала раппорт узора, ряд заканчивая петлей симметрии и кромочной. 23, последний лицевой ряд этого узора. Кромочная, 2 лицевые, накид, 6 лицевых петель, 2, 3, 4, 5, 6. И вот эти убавления. Сначала петельки смотрели друг на друга, сейчас они будут расходиться. То есть провязываем сначала 2 вместе с наклоном вправо, 3 лицевые и 2 вместе с наклоном влево. 6 лицевых петель, 3, 4, 5, 6, накид и 1 лицевая. Я провязала раппорт узора. Лицевая и кромочная завершаю ряд. Вот этот наш узор в одном раппорте. Видите, как интересно здесь смотрят петельки. Обычно так петли смотрят, когда узор формируется с лицевой и с изнаночной стороны. Но здесь за счет убавления 3, а не 2 вместе, вот такая интересная комбинация и расположение петель получается. Надеюсь, этот узор вам понравился так же, как и мне, и вы обязательно найдете ему применение для своих шикарных изделий. Всем легких петелек и до встречи на канале!